Ядерная угроза на Запорожской атомной электростанции. Евросоюз начинает экономическую войну с Китаем, а в Иране говорят, что еще не начинали. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Лукашенко собирается защищать украинцев, но не сразу говорит от кого. Вы не переживайте. Мы не собираемся воевать с украинцами, и они не хотят с нами воевать. Слушайте, куда им еще эту обузу? США обговаривают поддержку Израилю, отправку американских солдат на Ближний Восток. Мы уже помогли Израилю, мы собираемся защищать Израиль. Нефтяная война с Ираном или экономическая война с Китаем? Пройдет ли мир мимо двух конфликтов? Европейский Союз принял решение, которое, похоже, ставит крест на его собственной конкурентоспособности. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Росгвардия сообщает, что они доблестно сбили беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. При падении дрон не взорвался, и специалисты его успешно обезвредили. В конце сентября оккупанты уже сообщали о подобном инциденте. Якобы на ЗАЭС также было зарегистрировано несколько обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, как они утверждают. В результате таких обстрелов был уничтожен трансформатор на одной из подстанций в городе Спутнике атомной электростанции Энергодаре. Евросоюз прекратил все встречи и коммуникацию с правительством Грузии на высшем уровне из-за того, что власти страны стали придерживаться антиевропейских позиций и распространять соответствующую риторику. Представители стран-членов ЕС пришли к выводу, что нынешнее руководство страны больше не разделяет европейские ценности и действует против Евросоюза. Об этом говорит посол Союза в Грузии. Были рассмотрены вопросы, касающиеся распространения антиевропейских и антизападных настроений, а также конспирологических теорий. В итоге было решено отказаться от встреч с нынешними грузинскими властями на высшем уровне. Именно поэтому в последние месяцы отсутствовали визиты высокопоставленных представителей ЕС в Грузию, так же, как и официальные встречи в Брюсселе. Посол подчеркнул, что ЕС всегда открыт к сотрудничеству с правительствами, которые по-настоящему готовы двигаться к членству в организации. Если же Грузия пойдет по пути однопартийного правления без оппозиции и с нарушением прав человека и нацменьшинств, то дорога в ЕС для страны окажется закрыта как в ближайшее время, так и в будущем. Посол выразил надежду, что на предстоящих выборах, запланированных на 26 октября, граждане Грузии сделают выбор в пользу правительства, которое поддерживает европейские ценности. Он также призвал грузин прийти на выборы и принять участие в решении будущего своей страны. В Польше в украинский легион хотят вступить всего несколько сотен человек. Этого не хватит для формирования одной бригады. Министр обороны Касиняк-Камыш сообщил, что набор украинских добровольцев в украинский легион только начинается, хотя Польша была готова начать обучение с 1 сентября. Обучение не удалось начать ранее из-за недостаточного числа желающих, но после действий Украины по продвижению набора ожидается рост интереса. Я когда-то слышал о цели в одну бригаду, но сейчас цифры гораздо меньше. Я слышал о 300 человек. Такая инициатива согласована Украиной и Польшей. В рамках нее Польша будет обучать украинских добровольцев на своей территории. Еще в июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек выражали свое желание вступить в украинский легион. Но, несмотря на эти ожидания, набор продвигается медленнее, чем планировалось. А вы бы вступили в такой легион в своей стране, где бы вы сейчас ни находились? Пишите в комментарии ответ, очень интересно это узнать. В Евросоюзе проголосовали за введение тарифов до 45% на электромобили из Китая, что может усилить торговое напряжение с Пекином, пишет Bloomberg. 10 стран-членов ЕС поддержали эту меру, включая введение пошлин на 5 лет. Хотя Германия и еще 4 страны выступили против, а 12 воздержались. Тарифы введут после расследования, показавшего, что Китай несправедливо субсидирует свою промышленность. И Пекин это отрицает, естественно. Китай угрожает ответными мерами,
включая тарифы на европейские товары. ЕС стремится снизить зависимость от Китая, что подчеркнуто предупреждением Марио Драги о растущей угрозе конкуренции. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономическая холодная война является худшим, что может случиться. Это была цитата. Случиться для Европы и Венгрии. Это заявление прозвучало в его еженедельном интервью государственному радио. Орбан подчеркнул, что подобное развитие событий окажет негативное влияние на экономику и благосостояние граждан. Такие меры могут нанести ущерб конкурентоспособности самого Евросоюза. Европейский Союз принял решение, которое, похоже, ставит крест на его собственной конкурентоспособности, росте и развитии. Это экономическая холодная война. Давайте будем откровенны. Даже если президент Макрон, который говорит на более мягком дипломатическом языке, потому что он француз, зашел так далеко, что использовал выражение «умереть», мы, венгры, не должны скромничать, а должны дать понять в своем собственном стиле, что то, что мы делаем сейчас, то, что с нами делают, то, что делает Европейский Союз, это экономическая холодная война. Орбан говорит, что на заседании Кабинета министров в начале недели обсуждались меры для поддержки политики экономического нейтралитета Венгрии, что бы это ни значило. Лукашенко решил поддержать украинцев. Говорит, воевать не хочу. Более того, он даже решил взяться за восстановление Украины. Вы не переживайте. Мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Слушайте, куда им еще эту обузу? Ну а нам зачем? Там же наши люди живут. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы существовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет. Но пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы. Ну вы сами видите, что управляют. И если что-то надо, Володя Зеленский летит в Вашингтон. Он не едет в Минск и в Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны, и они будут заможными, крепкими и мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется, скажут: Володя, ты кто такой? При этом он не уточнил, почему не предлагает помощь Украине в защите ее восточных областей, что вызывает вопросы о его избирательной заботе о территориальной целостности соседней страны. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что недавняя ракетная атака его страны на Израиль была минимальным наказанием за преступление израильского правительства. Хаменеи предупредил, что, цитирую, «сопротивление в регионе не отступит даже после убийства своих лидеров». Конец цитаты. Он ссылается на убийство бывшего лидера Хизбаллы Хасана Насраллы. Операция, которую провели наши вооруженные силы, была минимальным наказанием за поразительные преступления этого режима. Вместе с тем президент США заявляет, что его правительство обсуждает возможность поддержки удара Израиля по нефтяным объектам Ирана. Однако отказывается комментировать, призывал ли он Израиль не атаковать эти объекты. Господин президент, насколько вы уверены в том, что можно предотвратить полномасштабную тотальную войну на Ближнем Востоке? Насколько вы уверены в том, что дождь не пойдет? Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы сможем ее избежать, но нам еще многое предстоит сделать. Очень многое. Будут ли американские войска отправлены в бой, чтобы помочь Израилю? Да или нет? В бой, чтобы помочь Израилю? Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Иран заплатит за свою ракетную атаку на Израиль 1 октября. В ответ Тегеран предупредил, что любое возмездие будет встречено огромными разрушениями. Это вызывает опасения относительно эскалации конфликта. Рынок, нефтяной рынок в основном, также реагирует на вероятность удара Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре, что может привести к ответным действиям со стороны Ирана и втянуть весь мир или весь регион как минимум в большую войну. Для того, чтобы Иран не начал делать всякие глупости, американцы должны, скажем так, навесить над Ираном очень-очень конкретную военную угрозу.
которая будет сводиться не к бомбардировке там чего-то, а просто к свержению иранского режима, как было с Саддамом Хусейном. Дело в том, что Иран уже сообщил, он же озвучил свои угрозы в адрес нефтяной промышленности всех соседних стран Персидского залива. Он грозит поразить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, Эмиратов, Азербайджана и так далее. Иранцы говорят, что если вы разобьете нашу нефтяную инфраструктуру, если мы не сможем поставлять нефть на рынок, то никто не сможет. И, соответственно, понятно, что будет с ценами на нефть, и это тоже очень большой сдерживающий фактор. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.